Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас на коррекции Настюшка со своим леопардом, которому на сегодня на минуточку 2 месяца носки. Настюша поотрывала у нас половину ногтей, потому что она ему миг бухнулась в стенку, потому что ибо нефиг ходить по 2 месяца без коррекции. Коррекцию надо делать вовремя. И вот вам последствия переношенной коррекции. Кончики у нас становятся очень тяжелые, и любая нагрузка на кончики отрывает материал со стороны кутикулы. Это у нас не отслойки, это травма, это оторвыши. Но, тем не менее, поступать с ними нужно точно так же, как с отслойками, полностью выпилить оторванный материал. Потому что если мы не уберем вот эту пустоту между материалом и натуральным ноготочком, очень велика вероятность, что там останется какая-то бактерина, которая начнет развиваться в очень приятной для себя среде, потому что между ноготочком и материалом у нас будет влажненько, будет мокренько, и питательная среда в виде натурального ногтя у нас тоже есть, поэтому начнет цвести и пахнуть, скорее всего, плесневая какая-нибудь гадость. А если все хорошо, аккуратненько убрать, все хорошо зачистить, полностью убрать воздушный карман, проконтролировать здесь, чтобы нигде ничего не было, и плюс дополнительно нанести кислотный праймер, который на всякий случай, конечно же, убивает все плесневые грибы, которые у нас могут где-нибудь там быть, никогда никаких проблем у вас не будет. Мы же тем временем подготавливаем стандартно ногтевую пластину, нанесли праймер, наносим базовый гель и буквально в одну капельку строительным замесом моделируем ноготочки. Если кто-то впервые у меня на канале и не знает, что такое замес, рассказываю. Это смесь из прозрачки средней вязкости и камуфляжа средней вязкости приблизительно 1 к 1. Цвет здесь я выбираю самостоятельно, чтобы было все красивенько. То есть, если я добавлю больше камуфляжа, у меня получится более плотный оттенок. Если я добавлю больше прозрачки, то более прозрачный. Ссылочки на все используемые материалы оставлю вам в описании. Опиливаем наши готовые ноготочки и переходим непосредственно к дизайну. На этой руке мы с Настей решили продолжить животную тему и нарисовать в этом случае лису. Лиса у нас довольно-таки схематичная, очень интересная. Картинку искала Настя. Вообще мы сейчас с Настей очень интересно вместе работаем. Пока я ей делаю коррекцию, в это время она в Пинтересте ищет те картинки, которые ей нравятся. И мы с этих картинок перерисовываем дизайн. Вот она нашла такую себе акварельную лису, которую мы срисовываем. Получилось очень стильно, незамысловато и очень оригинально. Такой себе стиль минимализм, который сейчас очень моден.
На самом деле этот дизайн очень простой, здесь совершенно ничего сложного. Что нужно уметь, это только рисовать тонкие линии, потому что собрать форму самой лисы не составит никакого труда, потому что здесь никаких сложных элементов нет. У нас ушки, голова, глаз, носик и все, и больше у нас ничего не поместилось. На картинке там еще, конечно, был хвостик, было тело, но поскольку мы имеем в наличии коротенький довольно-таки ноготочек, да-да, в моем случае это короткий ноготочек. Если у нас ноготочек короткий, то здесь некуда пихать еще хвост и все остальные запчасти. Ну а теперь разукрашиваем нашу лису. Здесь в данном моменте съемки видео мы, конечно же, понимаем, что я зря себе срезала дурацкую челку, которая теперь лезет везде в кадры, везде все мешает. Поэтому мы помним, что не стоит при съемках видео срезать себе челку. Возвращаясь же к нашему дизайну, понимаем. Смотрите, у меня есть красный фломастер, у меня есть желтый фломастер. Оранжевого фломастера у меня нет, либо я его просто не нашла, он мне под руки не попался. Но тем не менее, зная, что смешав красный и желтый цвет всегда можно получить оранжевый, мы пользуемся именно этим моментом. Мы наносим красный и оранжевый фломастер и размываем их между собой, получая оранжевый цвет. Ну а как все это размывать, уже зависит от нашего чувства стиля, чувства меры и тому подобного. Если вам хочется, чтобы лиса была поярче, размывайте поменьше. Если вам хочется, чтобы лиса была совсем вот такая вот акварельная, интересная, размывайте побольше. Можно оставить где-то какую-то фактуру при размытии, тоже довольно интересно смотрится. Поэтому здесь уже оставляйте для себя какие-то такие моменты, в которых вам можно творить и вытворять. Я же размыла первый уровень, мне показалось, что я слишком перестаралась, и я донесла еще немножечко красного цвета для того, чтобы сделать свою лису немножечко поярче.
Дальше при помощи черной красочкой, разведенной стопом, мы наносим нашей лисе тени, размываем немножечко тени на ушках и на грудке, подчеркиваем, где у нас тень на голове, перекрываем финишем и белым цветом расставляем блики. Бликами выделяем самые основные моменты, это то есть самые яркие части, где же у нас будет больше всего света. Конечно же, на ушках, на самом черепе головы, на носике. Можно было поставить еще блик в глазик, но почему-то я об этом подумала только сейчас во время озвучки. Вот такой очень простой и быстрый дизайн ногтей у нас получился. На самом деле время создания данного дизайна буквально-таки 10 минут. Получилась вот такая вот потрясающая лиса. Очень интересно смотрится на руках клиента и очень стильно и очень необычно будет сейчас находиться в трендах современного мира. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!